Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем видео я покажу завершающие этапы работы над картиной с видами животных. Животные и млекопитающие из Красной книги. И сегодняшнее видео будет посвящено, как вы уже поняли, змее. Нарисовать змею оказалось самым сложным из всех трех картин. Прорисовать каждую чешуйку и повторить уникальный узор змеи – дело не из простых. Ну а что в итоге получилось? Смотрите видео до конца. Надеюсь, вам понравится. Прежде чем приступать к работе на деревянном планшете, его необходимо подготовить. Писать красками по дереву не очень хорошо. Некоторые просто грунтуют художественным акриловым грунтом. Также можно его покрыть клеем ПВА, это тоже является защитой. Или, как я, покрыть шпатлевкой. После того, как шпатлевка высохла, я ее зашкурила и покрыла грунтовкой для укрепления. Прежде чем приступать к непосредственной работе, я всегда заклеиваю оборотную сторону холста малярным скотчем, для того, чтобы оставить заднюю сторону чистой, без красок, без грязи. Я готовлю серию работ в жанре анималистика и работать буду сразу на 3 холстах. Поэтому периодически картинка у вас будет меняться, но суть от этого не изменится. С помощью простого карандаша я провожу абстрактную линию, которая будет служить у меня рамочкой. И далее покрываю все малярным скотчем, отделяю границу. Малярный скотч прозрачный, поэтому линию, которую мы провели, хорошо видно. И теперь нам необходимо срезать внешний край канцелярским ножом. Так как линию очень хорошо видно, линия просто обрезается, и мы удаляем ненужную нам внешнюю сторону, там у нас будет располагаться шпатлевка. Как вы видите, край очень ровный, поэтому после того, как мы нанесем шпатлевку и удалим излишки малярного скотча, край получится у нас ровно таким, каким мы его нарисовали простым карандашом. И далее я беру малярный скотч, который пошире, и еще защищаю внутреннюю часть полотна, чтобы шпатлевка не испачкала его, потому что лишняя работа по зашкуриванию нам не нужна. И после этого можно приступать уже к замешиванию гипсового раствора. Я использую здесь сухую гипсовую шпатлевку, которую развожу с водой, замешиваю достаточно плотную массу. Она должна быть пластичная, но хорошо держаться на шпателе. Это залог успеха, хорошего оттиска. Если вы набираете массу на шпатель и она у вас не падает, значит раствор готов хорошо и масса плотная. Если вам интересно знать, какую марку шпатлевки я использую, можете подписываться на мой телеграм-канал. Там я раскрываю секреты, какими инструментами, какими материалами я пользуюсь. Получившуюся массу я распределяю на поверхности планшета ровным слоем. Чуть больше слоя я кладу к внутренней стороне рамочки, и к внешнему краю я ее немножечко уменьшаю. Слой должен быть равномерным. Для того, чтобы выровнять слой, я использую мастихин. Аккуратными движениями провожу по поверхности и сглаживаю края и разравниваю уровень слоя. Если вы хотите получить совсем уж идеальную поверхность, то можете взять небольшое количество воды и, смачивая пальчики, разровнять до идеального состояния. С помощью воды шпатлевка хорошо выравнивается. Если ваша шпатлевка поблескивает, значит вода не до конца испарилась. Дайте, пожалуйста, 5 минут, чтобы вода испарилась и ваша шпатлевка осталась в естественном состоянии. И дальше приступаем к созданию оттисков. Для этого нам потребуются красивые листочки, которые вы выбрали. Здесь я использую папоротник. Я аккуратненько раскладываю папоротник на поверхности, прижимаю пальцами и слегка придавливаю, чтобы папоротник отдал свою красоту шпатлевки и получился очень красивый оттиск. Даю еще 5 минут настояться, чтобы шпатлевка слегка схватилась, подсохла. И дальше убираю очень аккуратными легкими движениями сначала листики, чтобы не испортить рельеф, который мы создали. Ну а затем тоже очень медленно и аккуратно убираю защитный скотч. Сначала внутреннюю часть, а затем и внешнюю. Тот самый скотч, которым мы создавали наш контур рамочки, внутри которого будет располагаться рисунок. Толщина слоя у меня получилась приблизительно 3-4 мм. Шпатлевка не дает усадку, поэтому такая толщина у меня останется. В таком виде я оставляю все это до полного высыхания
приблизительно от 12 до 24 часов, в зависимости от слоя, который вы нанесете. Чем толще будет слой, тем дольше он будет сохнуть. После полного высыхания шпатлевки необходимо пройтись по всему периметру, зачистить углы, контуры, сначала грубой шкуркой, затем более мелкой, зашлифовать, чтобы картина была тактильно приятная, убрать все острые края, которые остались от шпатлевки. Если вы хотите получить и контур, к которому приятно прикасаться, то можете использовать пилочку для ногтей из вашего наборчика для маникюра. Маленький лайфхак про инструменты для шлифовки я опубликовала у себя в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, и там я иногда выкладываю секретики и некоторые нюансы про картины и про мое творчество, конечно. Чтобы очистить полотно от пыли после шлифовки, его необходимо прогрунтовать, тем самым обеспылив и укрепив поверхность. Грунтовка у меня зеленого цвета, потому что я добавила в нее капельку зеленого колера. Таким образом, я лучше вижу, все ли рельефные зоны у меня прогрунтованы. Грунтовка обычная, строительная, глубокого проникновения. После того, как грунтовка полностью высохла, при теплой погоде я даю примерно 2-3 часа, я покрываю рамочку золотым аэрозолем. Аэрозоль необходимо предварительно хорошо встряхнуть и равномерно распределить по поверхности. Далее покрываю внутреннюю часть полотна светло-коричневой акриловой краской. Даю основной тон. В предыдущих роликах я показывала, что следующим этапом идет перенос картинки референса на полотно. Но я решила, что это не совсем правильно. Вначале надо сделать все грязные работы, а уже потом приступать к рисованию. В третьем этапе я показываю вам уже правильный вариант, отработанный на опыте. Дальше мы берем черную акриловую краску, буквально капельку, в небольшую емкость, куда можно будет залить 2-3 ложечки воды и хорошенечко перемешать. У вас должна получиться такая жидкая консистенция, которая капает с кисточки. Разведенной акриловой краской мы должны пройтись по всей поверхности полотна, там, где нам необходимо почернить картину. И особое внимание уделить зонам, где есть рисунок. Следите, чтобы ваша водичка черная залилась именно в рисунок. Ну и, конечно, не забывайте про торцы. Торцы тоже необходимо прокрасить. И дальше заранее подготовленные 2 тряпочки на смену мы убираем всю только что нанесенную краску. Тщательно стирайте с поверхности так, чтобы чернение осталось только в рисунке, в рельефе, то есть в том оттиске, который оставил цветок. На этом этапе самое главное не мешкать, и если вы приступили к этому этапу, то завершить его тоже надо. Ни в коем случае не отвлекайтесь, иначе черный цвет, он очень активный, он может впитаться в краску так, что вы его потом не ототрете и придется начинать декорировать заново. А далее берем ваш референс, и если у вас картинка смотрит справа налево или слева направо, то вы должны изначально определиться, в какую сторону у вас будет смотреть лицо. Если вы хотите, чтобы картинка смотрела так, как у меня, то имейте в виду, что при повороте змея будет смотреть в другую сторону. Поэтому вам надо ее отобразить зеркально. Я заранее подготовила такой вот вариант. Все это сделала на телефоне, в этом нет никаких сложностей. И при переносе, вот видите, змея у меня уже будет смотреть в правильную сторону. И таким образом я делаю обводочку небольшую по форме моего рельефа, вырезаю, убираю все белые части, потому что они в любом случае не переносятся, переносятся только черные и оттенки серого. Вырезаю, примеряю и дальше наношу на поверхность полотна и на поверхность бумаги специальный клей для переноса изображения. Клей называется трансферный. С помощью простой кисточки наношу на поверхность, стараюсь наносить слоем так, чтобы не было вот таких вот белых жирных полос. Стараюсь разглаживать ровным аккуратным слоем полотно, и не забывайте нанести на лицевую сторону, там где картинка с вашего референса. После того, как клей равномерно распределен, прикладываете лицевой стороной картинки к внутренней поверхности и аккуратненько разглаживаете. Сначала я разглаживаю пальчиками, а далее беру резиновый шпатель для обоев и аккуратненько выгоняю воздух и разглаживаю по поверхности. Далее необходимо все это хорошо просушить не менее 1 часа, и после чего уже можно приступать к удалению верхнего слоя бумаги. Процесс удаления верхнего слоя сам по себе несложный, но он должен быть очень неторопливым и спокойным, чтобы вы случайно не порвали ваш рисунок.
Очень легкими движениями вы скатываете верхний слой бумаги, смачиваете пальцы в воде и прокатываете его по поверхности. Таким образом у вас появляются вот такие вот катышки бумажные, и потихонечку рисунок проступает на поверхность. Движения должны быть легкие, чтобы не порвать сам референс, потому что очень легко его скатать до основания. Также вы можете сделать это все в два подхода. У меня так и получилось. Вначале я скатала верхний слой, и потом, когда высохла бумага, я увидела, что она у меня очень белесая, буквально серая, и я поняла, что нужно скатать еще один слой. И дала ему очень хорошо просохнуть и повторила эту процедуру. И уже вот на таком этапе, когда рисунок хорошо проглядывается, я начала рисовать контуры. Сначала черной акриловой краской и потихонечку высветляла до белого цвета. И потом добавляла много-много-много различных элементов. Рисунок, который вы выберете, может быть абсолютно любым. Это может быть ваш любимый питомец. Если у вас достаточно навыков рисования, вы можете нарисовать близкого вам человека. Можно перевести фотографию. В такой же технике я делала урок по переносу портрета. Делала портрет Владимира Высоцкого. Он тоже есть у меня на канале, вы можете посмотреть. Также там добавлена не только вот эта техника переноса изображений, но еще очень интересные техники с акрилом. Современные и очень простые. Но в данном случае я выбрала довольно-таки сложный для себя рисунок, который я рисовала около 3 недель. Мне было даже сложно приступить к нему, поэтому картина долго стояла, я на нее смотрела вечерами, и она меня, так скажем, отталкивала своей сложностью. Но я нашла в себе силы доделать ее до конца, потому что сам рисунок мне понравился. И сделать такой узор это интересно было даже просто потому, что попробовать свои силы. Так как здесь было необходимо передать заворот вот этого кольца змеи, и для того, чтобы эти кольца были выделены, приходилось играть с тенями, приходилось играть со светом, делать заворот вот этого змеиного контура, и плюс ко всему еще надо было учитывать сам узор змеи. Вот это вот все дало, конечно, сложность. Поэтому я для себя присваиваю высший уровень сложности именно для этой картины. Если сравнивать картину с филином или, например, с тигром, то, конечно же, это мне далось раз в 10 тяжелее. Меня грела мысль о том, что грядущий 2025 год – это год змеи, и поэтому картина должна быть актуальной. Работала я самыми тоненькими кисточками и очень часто даже не накладывала тон, а делала жижечку из воды и работала в полутонах таким способом тонировки. Несколько раз мне пришлось перекрашивать, я закрашивала просто все и начинала заново прорисовывать вот эти вот зернышки чешуйки змеиной кожи. Для тех, кто на моем канале впервые, я скажу, что у меня нет художественного профессионального образования, но в душе я чувствую себя художником. Поэтому я нахожу всевозможные способы для того, чтобы реализовать свое внутреннее желание рисовать. И для этого я использую различные техники, которые только возможны. И вот в данном случае как раз перевод изображения, когда ты не можешь что-то нарисовать сам, то пытаешься найти какие-нибудь способы для этого. Вот такой вот способ я для себя открыла и с удовольствием делюсь им с вами. Поэтому прошу не судить строго. Для меня на самом деле очень сложно дается игра с тенями, игра со светом. Я понимаю принципы, я смотрела много онлайн-уроков о том, как это делается, даже тренировалась с строениями кругов, квадратов и размещением лампочек сзади, спереди, но все равно в живом варианте, когда ты начинаешь рисовать, то это все куда-то теряется, и ты не понимаешь, как сейчас в данном случае лучше положить тон, там светлее сделать, темнее, или вообще взять оранжевый и перекрасить. Вот настоящие художники, кто учился в художественных школах, да, они с легкостью могут подобрать или оранжевый, или розовый цвет, и тем самым сделать нужный оттенок. То здесь, конечно же, мне вот эти цвета даются сложно. Но я не боюсь в этом признаться и надеюсь, что с течением времени, с получением дополнительного опыта, это тоже для меня будет легко. А когда я получаю в комментариях от вас отклики о том, что вам понравилось, что вам было интересно и что у вас появились свои какие-то новые идеи, меня это очень вдохновляет, поэтому я прошу вас, не забывайте это делать, для меня это очень приятно и всегда радует.
Ну а так как упражнение со змеей у меня заняло огромное количество часов видео, я не стану, конечно же, вас мучить всеми своими терзаниями, поэтому максимально сократила видео, чтобы вам было понятно, какие цвета, как я их накладывала и как я двигалась. Начинаешь с самого темного черного цвета, прорисовываешь контуры, а потом начинаешь потихонечку добавлять остальные цвета, которые являются важными. Да, естественно, это белый цвет очень важен, он всегда делает картину очень яркой и насыщенной. Ну и, конечно же, полутона, серый, коричневый в данном случае конкретно. Поэтому, надеюсь, вам будет не скучно. Не забывайте писать комментарии. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И жду вас в следующих выпусках. А пока смотрите.